Целый день сегодня с вами обсуждаем вопросы, связанные с развитием отрасли. Давайте продолжим. С удовольствием. Читал. Пожалуйста. Если позволите, я сначала хотел бы доложить некоторые моменты, связанные с санкциями, как они влияют с нашей точки зрения на отрасль, насколько мы готовы их принять и каковы у нас самые итоги импортозамещения. В принципе, мы понимали, что так или иначе в том или ином виде эти санкции будут. Надо сказать, что в Соединенных Штатах был давно еще принят закон, он просто находился под мораторием, согласно которому с 1 января 2023 года любой производитель космических аппаратов, если хоть какой-то компонент или там микросхема, сделанная в Соединенных Штатах, не может быть выведен на российской ракете или с российского космодрома, или даже если наша ракета взлетает с другого космодрома, ну, имеется в виду французской Гвианы. Поэтому, в принципе, это были уже отложенные санкции. Более того, год тому назад эти санкции со стороны Соединенных Штатов были объявлены в отношении некоторых наших сугубо гражданских организаций. Ну, например, там, наш ведущий главный институт ЦНИИМАШ, в свое время создан еще Сергеем Павловичем Королевым. В состав ЦНИИМАШа входит Центр управления полетами. Парадокс. С одной стороны, ЦУП является визави Хьюстона в вопросе обеспечения безопасности полетов Международной космической станции, и в отношении этого ЦУПа вводятся санкции. Это был год тому назад. Аналогичным образом были введены санкции в отношении ракетно-космического центра «Прогресс». Это наш ведущий изготовитель ракет «Союз-2», которых вы сегодня видели как раз в монтаже в испытательном корпусе. Просто это попытка сдержать развитие. Естественно, никакой другой логики не было. Поэтому, когда появились новые санкции Европейского Союза, Канадского космического агентства, они практически под кальку были написаны. Даже не в отношении наших военных организаций, такие, которые тоже есть в составе Роскосмоса, вы знаете, которые создают межконтинентальные баллистические ракетные комплексы. Там санкции не работают, там им визы не нужны, этим боевым ракетным комплексам, как известно. Но вот в отношении гражданских организаций эти санкции, еще раз говорю, были как под копирку сделаны. Мы решили, Владимир Ильич, я вам докладывал, ответить на эти санкции, не сидеть, не ждать, а ответить прежде всего в двух плоскостях. Первое – это остановка поставок наших ракетных двигателей. Это обслуживание двигателя РД-180, на котором выводится ракета «Атлас-5» в Соединенных Штатах. И это двигатель РД-181, на котором выводится первая ступень ракеты «Антарес» и грузовой корабль Соединенных Штатов «Сигнус». Кроме того, мы, соответственно, остановили пуски по линии компании OneWeb после того, как британское правительство вошло в состав акционеров, и после тех заявлений, которые британское правительство сделало в адрес России и поведения руководства, мы, конечно, естественно, обратились к компании OneWeb с предложением, чтобы британское правительство вышло из состава акционеров, а второе, чтобы они дали нам гарантии того, что данная группировка не будет использована для поддержки вооруженных сил Украины. Мы, конечно, прекрасно понимали, но мы хотели хоть каких-то получить гарантий со стороны того заказчика, который, в общем-то, к нам обращался, и мы исправно работали по введению целой грозди космических аппаратов. Когда этого не случилось, соответственно, я принял решение снять ракету со старта. 5 марта пуск был отменен с Байконура. И, соответственно, мы разорвали все отношения с данной компанией, что, с моей точки зрения, приведет к их фактически банкротству. Потому что у европейцев и у британцев просто физически нет ракет-носителей, которые могли бы продолжить пусковую кампанию. Что касается санкций и как они влияют на нашу отрасль. Ну, вы видели сегодня космодром Восточный, он развивается несмотря на санкции. У нас было одно там только слабое место, это так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области мы с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков, поэтому мы полностью здесь импортозаместились. Это то, что касается космодрома, все остальное там без проблем. Ракетоносители. В 2019 году мы заменили украинскую систему управления на ракете «Союз-2». Она называлась «Союз-ФГ». И с тех пор мы летаем на наших носителях, которые не имеют никаких импортных деталей. И система управления, двигатели, топливные, баки, баки-окислители, весь корпус, все это делается в Российской Федерации. Более того, при создании ракеты «Союз-5», вот на Самарском ракетном центре «Прогресс», мы пошли на закупку новых станков. Станки сварочные. Вместо аргона дуговой мы перешли на
так называемую фрикционную сварку. Но мы нашли компанию, которая производит эти станки в России. Это в Чувашии компания «Сеспель» представила прекрасную продукцию, сейчас она уже устанавливается в цехах Самарского, этого нашего ракетного центра. Дальше, по двигателям я вам докладывал, естественно, мы их экспортируем, поэтому здесь вообще никакой зависимости быть не может. У них есть зависимость от нас, а не у нас от них. Единственное, есть один момент, который мы понимаем, но это на самом деле эта проблема существует еще с 2014 года, с тех еще санкций крымских. Это поставка микроэлектроники особого назначения, так называемая радиационно стойкая, да, из которой, собственно говоря, на 95% делаются космические аппараты. Но здесь, Владимир Ильич, нам тема понятна. Мы за последнее время тоже много чего сделали. Внутри Роскосмоса создан холдинг космического приборостроения, созданы дизайн-центры. Мы работаем по принципам Foundry, так называемый, когда мы заказываем полностью уже готовую микросхему. И буквально перед санкциями мы приобрели Ярославский радиозавод, который был в частном владении. Теперь у нас есть серийное предприятие, которое обеспечивает поставки космических приборов. Две проблемы, которые у нас были, которые я вам докладывал еще, и в том числе и в Сочи, и в Москве, это проблема с высокоскоростной радиолинией, и проблема с лампами бегущей волны, мы решили. Поэтому, да, задержки какие-то есть, и, к сожалению, мы эту критику принимаем, но реально срывов не будет. То есть, потратим какое-то время на пересмотр схемотехнических решений с помощью генерального конструктора, но зато это будет все свое, это потом в стране останется. Поэтому, Владимир Ильич, в принципе, за ракетно-космическую отрасль беспокоиться сильно не нужно. Есть проблемы, их много, но таких проблем, которые, к сожалению, есть, так сказать, у наших коллег, у нас таких проблем нет. Мы будем работать, как мы работаем, так и обеспечим все федеральные пуски. И этого года космические аппараты будем сдавать, и в следующем году кое-какие аппараты в интересах Министерства обороны тоже уже выполнили те задачи, которые обещали сделать вот буквально там на прошлой неделе. Поэтому я думаю, здесь мы справимся.